И как вы думаете, Галя, что он сделал? Он взял все это деньги и убежал. Закрыл все, Facebook, все закрыл, чтобы я его не нашел. Да, здравствуйте, Этери. Давайте сюда тогда пишите, потому что я там ваши сообщения не получаю. Давайте сюда пишите мне. Написала стоп, я вам отправила сообщение, потому что девушка пишет, я не успеваю. Хорошо. Да, здравствуйте еще раз. Да, вы выслали его фотографии. Я так понимаю, вы в Италии живете, да? Отправляйте голосовые сообщения, они доходят. Это мой муж, который живет в Италии. Да, я поняла. Вы говорите, это ваш муж. Вы почему-то говорите из Каира, из Александрии. Каир это город отдельный, и Александрия это тоже город. Нет, Галина, я живу в Грузии. Я жил с этим человеком 2 года. Этот человек очень со мной плохо поступил. Потом я не могу его найти. Он закрыл все, и Facebook, все закрыл. И потом я остался, что мне надо было делать. Я приехала в Италию работать. Я вам расскажу мою историю. Да, Александрия, да. Я вам сейчас паспорт покажу, и вы сами узнаете, откуда он. Сейчас посмотрим. Сейчас я только камеру на штатив поставлю. Камера стоит на штативе. Очень хорошо. Так, значит, она выслала его фотографии. Мухаммед Хамди Хамед. Али. Это один арабский паспорт, и это наверху это грузинский паспорт, потому что я в браке с ним расписался в Грузии. Моя хорошая Галиночка, можно я завтра вам позвоню, и я включу камеру, и я так расскажу мою историю, или сейчас расскажу. Потому что я смотрела ваш файл, и это 2 дня я как смотрю. И я тоже хочу помочь вам, чтобы вы всем сказали, что это арабские мужчины очень плохие и неправильные, и что они очень много обманывают женщину и оставляют ни с чем. Это его 2-й паспорт, у него было 2 паспорта, это который сейчас я вам прислала. Это был, когда он жил в Грузии, как мы с ним расписались. И потом он как-то убежал, сделал другой паспорт. Наверху, что я вам прислала, это мне очень трудно рассказать все это, потому что уже 4 месяца, как я садись в Италию. Ну, вы расскажите постепенно, как бы я слушаю. Хорошо, я как бы вся внимание, я слушаю. С вами разговаривать, потому что вы помогли одну девочку. Это Казахстан жил, эта девочка. Когда он месяц тому назад вышла замуж, и она хотела вернуться домой, и вы помогли. И я тоже хочу, чтобы все люди знали, какой он человек, и я хочу, чтобы все женщины знали, что... А расскажите, что конкретно произошло у вас? Вы знакомы 2 года? А где вы познакомились? Мне было 24 года, когда у меня умер муж, и у меня остался 2 детей маленьких. 16 лет, как мой муж умер. А с этим мужчиной вы когда познакомились, вы говорите 2 года назад, да? Вы тогда говорите, я просто буду слушать то, что вы рассказываете, без лишних вопросов. Вы просто рассказываете. Я жила в Грузии, он приехал туда работать, мы с ним познакомились в кафе, он начал меня обхаживать. Как они знают, вы же знаете, какие они люди. Он каждый день мне писал, хотел со мной встретиться, я работал, потом встречался с ним. Но он нормальный человек был, с ним приятно было говорить. И
что мне сказать? 16 лет я была вдова, и вдруг пришел мужчина, нормальный мужчина, со мной говорил о любви, хотел жениться, у него была жена, араб. То есть у него была жена, он пригласил вас замуж второй женой, да? Я так понимаю? Да, он приехал в Грузию 2 года тому назад, он там работал в кафе, как он сказал, что открыли это кафе с другом, я с ним познакомилась, он нормальный человек был, ну как все арабы, мы начали встречаться. Потом он мне сказал, что уже 2 месяца, как мы с ним встречались, он сказал, что нельзя вот так встречаться, потому что мы должны расписаться, я хочу жена, я хочу нормально жить, я хочу, чтобы у меня была жена. Да, моя хорошая, да. Но он мне сказал, что с ним развелась, с этим женщиной. Первая жена развелась, но у нее остался 2 детей. Я даже с ее мамой говорила, скайп. С сестрой говорила, ее с детьми я говорила. Это потом я узнал очень много вещей неправильно, но тогда я это не думал. Я подумал, сколько лет я вдова, у меня нету муж, может Бог хочет, чтобы я нормально жил, мои дети уже взрослые были. Я переступил этот шаг и вышла замуж за нее. Мы 2 года как замужем, я как замужем, у нас я расписался в Грузии, у нас официально мы муж и жена. А в Египет вы приезжали? Вот, то есть вы 2 года вы в браке состоите, да? Вы в Египет приезжали, знакомы лично с его семьей, с его детьми? Мы взяли дом, и мы арендовали дом. Он эти деньги платил аренда, он меня посадил дома, потому что это нельзя, что арабы женщины. Чтобы женщины работали, понятно. Нельзя, что женщины работали. И надо было мне садиться дома. То есть это, я насколько понимаю, было все в Грузии. То есть вы ушли с работы, сели дома, да? Он работал, зарабатывал на жизнь. Нет, хорошая, нет. Мы хотели в сентябре поехать. Это в сентябре мы хотели поехать, потому что у меня дочка замуж вышла, я продал дом. Это мой муж дом, который половина деньги дали мне, чтобы я арендовал мальчику дом. Я аренда мальчик дом 1 год, когда прошел, это люди дали это деньги обратно. Значит, в Египет они не ездили. И дальше что произошло? То есть у вас дочка вышла замуж, и вы как бы продолжали жить вместе, да? Да, правильно вы говорите, да, это так. И потом мы как муж и жена были, у меня были проблемы, у меня был сын чуть-чуть плохо, он все время рядом стоял, все время помогал. И когда этот дом пришел аренда, обратно давать это деньги, уже я думал, что это было $15 000, и я думал, что потом мы чуть-чуть добавим и купим мальчику дом, и мы потом вместе поедем уже в Египет. Вы имеете в виду мальчику купить дом, это для вашего сына дом, да? Я так понимаю, вы хотели купить. То есть вы часть денег дали дочери, да, на свадьбу, и часть денег сыну, да, пополам, я так понимаю. И потом собирались в Египет. Да, мы отдельно жили. Моя дочка вышла замуж, мой сын отдельно жил. И мне же вам сказал, что когда время пришло, когда мы арендовали этот дом, нам это деньги обратно вернулись. Я и он пошли в нотариус, принесли это деньги, потому что там надо было в бумаге расписаться, что они мне дали обратно деньги, и мы думали уже купить ему деньги. Он ждал деньги от своей семьи,
что они должны прислать ему деньги, мы должны были этого моего сына купить дом, и потом уже свободно поехали в Египет, потому что это люди нас ждали, его мама ждала, его сестра, все хотели меня смотреть. Да. И потом, когда мы с ним поехали и принесли это деньги, уже мы начали дом смотреть, мы каждый день туда-сюда ходили насчет деньги, дом смотреть. И третий день так случилось, он сказал, что у меня гуси из Египта, я должен поехать туда. Ты иди смотри дом, и мы через 2 часа мы с тобой встретимся. И как вы думаете, Галя, что он сделал? Он взял все это деньги и убежал. Закрыли все, Facebook, все закрыл, чтобы я его не нашел. То есть он, получается, украл у нее деньги, что ли? Потому что я же не знаю его арабский, я не понимаю, с кем он говорил, что он делал. Во-первых, во-вторых, как я подумал, что он возьмет эти деньги и убежит. И остался я улица. Мой сын остался улица, я остался улица. И что нам делать? Я уже приехал сюда работать. Я не знаю, когда я соберу эти деньги, чтобы купить моего сына дом. У нас очень большой стресс был. Мой сын вообще чуть не умер. У меня сердцем очень плохо было. То есть вы хотите сказать, что он забрал вот эти 15 тысяч долларов, и он убежал куда-то, да? Вот как раз в этот день. И вы подавали в полицию, вы заявление в полицию писали, то есть как-то его задержать там кто-то пытался или как? Мой сын остался улицей, я остался улицей, и мы с ним все время вместе проблемы решали, у нас никогда не было проблемы. Вот так, вот взял человек эти деньги и убежал. Это моя история. И потом я смотрю, 1 месяц тому назад какой-то мальчик мне прислал видео. Смотрите это видео. Да, он говорит, эта девочка говорит, вставай, танцевай. Он говорит, нет, я не знаю танцевать. Да. Потом я узнал уже очень поздно, когда все это случилось. Вы мне скажите, вы заявление в полицию у вас в Грузии подали в тот самый момент? Сколько времени прошло уже с момента преступления? Да, конечно. Он позвонил через 2 часа. Когда прошло 2 часа, и он сказал, где ты? Я сказал, я иду. Он мне сказал, что иди к дочке, моей дочке, я приду туда. Еще прошло 2 часа. Потом я начал волноваться. Я уже, когда звонили ему, у него уже телефон отключенный был. И я сразу пришла домой, начала все искать. Он ничего не взял, ни одежда, ни сумка, ни чемодан, ничего. Все он оставил. Только взял мои документы, которые расписались, эта бумага. Он взял это грузинский паспорт и карточки телефоны. И когда я позвонил, полиция пришел, когда полиция уже начала обыскивать все, уже когда аэропорт позвонили, уже он пошел в свой город, и мы ничего уже не могли сделать. Я уже 3 месяца, как я здесь, уже 4 месяца идет, как я приехала в Италию работать, потому что полиция уже ничего не мог сделать. Полиция все сделала, но когда аэропорт позвонили и все поставили на ноги, там показали, что он купил билет, это время, когда утром он мне звонил.
И он сразу поехал. Вы понимаете? Его не могли поймать, потому что уже, когда он сказал 2 часа, потом да, уже 4 часа прошло, вы понимаете? Он это 4 часа сделал так, что поехал в аэропорт, купил билет, время 2 часа прошло, он тогда позвонил, когда уже он должен был садиться в самолет. Он хотел знать, где я. Он потому мне позвонил, сказал, иди к твоей дочке. Он уже был в аэропорт. Потому что когда время посмотрели, в который часу он мне позвонил, уже там регистрация, он прошел аэропорт. И все. Он говорил, что он работал в Египте полиции, что он очень хороший человек был. Я с ним, с ее мамой я говорил, я не понимал арабский. Он делал транслит, что ее мать говорил. Его брат со мной говорил. Но, видимо, все это неправильно было. Просто я хочу, чтобы люди знали, такой, как эти люди. Никогда не надо верить. Вы правильно сказали в ваш блог, когда человек вам говорит, что я вас люблю, я вас, это не надо верить. Но я как дура поверила. Почему я поверила? Потому что я 16 лет и я никогда не вышла замуж. Я думала, это дети выросли, эта дочка вышла замуж, это сын уже большой. Я думала уже, надо, видимо, Бог хочет, чтобы я был счастливый, сколько лет я одна была. Вы понимаете меня? Он вот так, это видео, потому я вас прислал, что он вот так гулял девочками. Я не знал, я знал, что он работал. Но видите, что он не работал. Потому что я такой человек, я никогда, я не смотрю телефон, я никогда я не ревнивый человек, вы понимаете? Я когда человеку верю, и все, больше ничего. Я не могу думать о этого человека плохо, потому что я сам такой человек. Связь прервалась, я просто не знаю, на каком сообщении она остановилась, запись. Значит, дело в том, что вот этот мужчина у этой женщины украл деньги, 15 тысяч долларов, и убежал. И полиция искала, и дело в том, что когда он украл эти деньги, он ей периодически звонил, говорит, я скоро приеду, езжай к дочери. И вот в этот момент он короче, уехал, улетел, он взял тайный билет, украл деньги, и уже когда полиция начала его искать, уже сообщили, что он скрылся. Слушаем дальше, жуткая история. Я хотела умереть, я хотела из моста выпрыгнуть, и мне люди помогли, что я не выбросилась. Мне очень плохо было, я не знала, что мне делать. Я не могла как смотреть моих детей в глазах. И смотрите, какая у меня ситуация, сколько год я не замужем. И я решила выйти замуж, и смотрите, что со мной случилось. И я садись сейчас в Италии, работаю, смотрю женщину. Но когда я соберу деньги, и когда я моего сына поставлю на ноги, я не знаю. Я могу один вас попросить, вы можете это видео положить и скажите девочкам, что такое никогда не сделают, никогда не надо никому ничего помогать. И не надо никогда доверять человеку, как я доверяла, я не знаю. Я женщина постарела, мне уже 42 года, и я людям верю, почему я не знаю. Понимаете, вы нормальный человек, вы нормальный, адекватный человек, который доверяет, это вполне нормально. Но то, что вот такие вот подонки просто приезжают и пользуются вообще доверчивостью женщин, это просто подлец. Когда эта женщина на работе, он, значит, развлекается с девками, которые танцуют под Амра Диаба. Значит, его зовут Мухаммед Хамди Мухаммед Али Эль-Масри. 73-го года рождения, рожден в Каире. Значит, я смотрю, у него на паспорте написано, что он из Каира. У него написана профессия Bachelor of Tourism Hotels, то есть он бакалавр туристических как бы отелей.
Вот, то есть он никакой не полицейский. Значит, он, видимо, опубликовал видео в Фейсбуке. Это моя жена сделала со мной, чтобы пойти к другому мужчине и взять мои деньги, и заявила, что я вор, и никто не знал. Он написал, чтобы люди не думали, что он вор, и он ничего не сделал. И все это я придумал. Вы мне скажите, когда было подано заявление в полицию, сколько времени назад? То есть, если вы подавали заявление, его разыскивали, значит, ваше заявление все еще в силе, и дело не закрыто. Если попробовать через грузинское консульство здесь, в Египте, разыскать вот этого товарища, то есть, чтобы дело вот это передали как бы в консульство в Египте, переслали, и консульство здесь уже отправило бы запрос в полицию. Да, я был в полиции 18 апреля. 18 апреля я написал заявление. 18 апреля. Да. Если вы можете мне помочь, пожалуйста, помогите. Но я же здесь, как потом будет это все. Если я был бы в Грузии, да. Ну как можно это сделать? Если можно, пожалуйста, сделайте это. И указано, посольство Грузии в Египте находится Тантас-стрит, Асуан-сквер, район Мухандисин, это в Каире. И указан номер телефона. Официальный брак в Грузии. И вот она мне сказала, что в апреле этого года этот мужчина, он украл у нее 15 тысяч долларов и сбежал в Египет. Муж украл деньги? Муж украл 15 тысяч долларов, и он сбежал в Египет. Какой хороший муж. Египтянин, я имею в виду, он египтянин. Да, понял. То есть она гражданка Грузии? Она гражданка Грузии, да, и ей 42 года, и 2 года назад вышла замуж за этого египтянина. Вот. И она обратилась, то есть в Грузии на него в Тбилиси заведено уголовное дело. Но дело в том, что его не смогли поймать, потому что он как-то все подсчитал, и он убежал. Короче, он взял билет себе и скрылся. И фамилия случайно, вы знаете этого случайно? я знаю, у меня даже есть, она мне сбросила его паспортные данные все. То есть у него даже временный паспорт Грузии был. У меня есть ксерокопии его паспорта и египетского и грузинского. Если есть какая-то возможность, я могу вам выслать куда-то. Вы знаете, я понимаю, но просто через звонок, это как называется, заявление пишет через консульский департамент МИД Грузии, так делаем. Она дело в том, что она сейчас находится в Италии, потому что деньги украли. Она говорит, я поехала на заработки в Италию. Она сейчас в Италии находится. Как она может это сделать? Она сейчас в Италии то есть находится. Ну тогда она просто написана на наше, это как называется, Каиро Эмбасси, он имейл отправить, она просто не имела отправить. Если можно, вы тоже отправьте ее паспорт и напишите консульское дело. Потом... Куда вам Да, по нас, через посольство, то есть на имейл отправить. Она из Италии, а вы тоже. Его паспорт данные у вас есть, да, находится? У меня копию, да, она фотографии мне сбросила. А какой у вас имейл? Я просто вас случайно нашла, я веб-сайт ваш не видела, увидела ваш телефон. Где телефон там указано? Каиро, МФА, Каиро, собачка. Сейчас, секундочку, можно я запишу? Пожалуйста. Спасибо, а то я вам пыталась дозвониться несколько дней, у вас никто трубку не брал. Ага, значит, Каиро. Остальные, наверное, это мой номер, то есть консульский номер. То есть Каиро, собачка. Каиро М, собачка, МФА, Ну хорошо, а на чье имя высылать? Консульское дело напишите. Консульский отдел. Нужно, значит, в письме мне нужно указать причину, да? Пусть то есть... пусть она сама гражданка Грузии, ее паспорт копии, пусть она... Она все вышлет. Хорошо. Через это и посмотрим потом, может быть, что-то будет от нашей визы или нашей... Да, дело в том, что она все еще его жена официальная, и у нее все есть данные его, и паспорт, и все. Может быть, получится как-то. Ага. Спасибо большое. Да, постараемся, ну... Понятно, то есть он украл 15 тысяч долларов у жены.
Да, он украл 15 тысяч долларов, и еще какие-то карточки, там вот в грузинских деньгах, она говорит, тоже 1004 долларов. То есть хороший с мужем повезло, так получается. Да, повезло. Ну, так получается. Ну, что делать? Мгм. Хорошо, спасибо за звонок, и вы, если можно, отправьте, если что-то... Сейчас я с ней свяжусь, я... Через интернет тоже вы можете, она тоже может на грузинском, посольство Грузии в Египте, сразу все данные, мобили, бля-бля-бля, так, Ну, хорошо, хорошо. понимаете, что вы, она отправит паспорт копии мужа, и что она гражданка Грузии, пусть напишет, и письмо или паспорт копии отправить, и все. Спасибо большое. Посмотрим, что дальше. Спасибо большое вам. Ага, до свидания. Счастливо, до свидания. Ага, до свидания. Спасибо за До звонок. свидания. Счастливо, до свидания. Ну вот, дозвонилась в посольство Грузии, я очень рада, слава богу. Сейчас буду сообщать этой женщине. Ну все, эта женщина выслала мне на WhatsApp свою информацию, свои паспортные данные. Сейчас я уже пишу в консульский отдел. И все. Как-то вот так. Вот такая на сегодня информация. Всем пока.